Хотите, фокус покажу? Верите, что вот такой рюкзачело большой пойдет вот в этот чехольчик маленький? Я сама не верила, пока несколько раз его туда уже не запихала. Представляете? Такой малюсенький. Специальный такой маленький рюкзак, который не занимает места, ничего практически не весит, при этом не промокает в дождь, ему не нужен дополнительный чехол. Все. Оп. И у него еще можно вот так его носить, а можно подвесить. Вот карабинчик еще тут есть, кстати, тоже очень легкий. Все, путь. Сейчас бы еще его поднять. А то уже отвыкла за пару дней. За сколько, да, за пару. Тут дровишек осталось после меня людям. Ой, я там попрятала. Вон там и вот здесь. Здесь ветки от дождя спрятаны. Костровище закрыто, так что дождем вряд ли промочит. Вот такая стоянка должна оставаться после каждого туриста. Чистая, аккуратная, без мусора. И желательно с запасом дров для других. Ну, это, конечно, вопрос дров, это риторический вопрос, наверное. Это если есть где их добыть и время на это. Тут столько дикого лука. И он весь цветет. Я подхожу к перевалу. Мне сейчас, ой, сколько превозмогать, ёшкин кот. Вот туда наверх мне надо. Там очень крутой подъем каменистый. А потом спуск не легче. Ох. Ну, зато сегодня только один перевал. Ну, с Богом, Алина. Отсюда на камере кажется, что подъем пологий нет. Вот тут еще более-менее пологий, вот до сюда. Там очень крутой подъем. Главное не сбиться с пути здесь, потому что если тут зайдешь не туда, все, это жопа будет. Время почти 5 вечера. Наверное, никто так поздно перевалы не ходит. Только если какая-нибудь что-то заставит. Только если меня ничего не заставляло, я сама. Потому что все-таки один перевал. Я уж надеюсь, до ночи-то я его перейду. После всех этих радиалок, после легкого рюкзака, тяжелый надеваешь, и сначала кажется, о, вроде полегчал, вроде как легче нести, вроде как хорошо стало. А нет, это до первого подъема такое. Только начинаешь подниматься, и уже кажется, что нет. По-моему, он тяжелее, что ли, стал. Что-то кто-то туда подложил. Какие-то камни, кирпичи, что ли. Что-то он какой-то тяжелый. Невыносимо. Фух. Сука, я уже поднялась. Это озеро Сказка. Пока озеро Сказка. Когда-нибудь я еще вернусь. А тут вот такой обман. Чуть-чуть поднялся. Сейчас вот этот курум. На видео кажется, что легко все, нет. Вот этот курум преодолеть, а там за ним вот этот резкий подъем, и он довольно высокий. Что-то я иду, и все турики поднимаю. Они почему-то все упавшие. Блин. Чтоб люди потом не блуждали. Ой, господи, как я это сейчас делаю. Что-то иду, и все турики упавшие, их и не видно. А из-за этого тропа сбивается. А по живому куруму такое себе идти.
По турикам, конечно, лучше. Там уже туристами натоптано немного. Камни слежались и хотя бы под ногами не качаются. Такое ощущение, что море Курума никогда не закончится. Это все позади меня. Столько прошла. Не видно подъема на камере. Вон здесь такой пологий. Я уже вот подхожу к самому-самому жопному подъему. Смотрите, какой паук. Висит, паутину построил. Красавица. У него вот муха попалась какая-то. Или оса. Не знаю, она, наверное, уже не живая. Перевал один. Но какой. Миллион раз потеряла тропу. И вообще ее не могла найти. Просто тупо, как слепой котенок, наугад. Лезла по этим камням. По живым, по всяким. Кое-как вот вышло, что-то вроде как виднеется турики. А люди, где идут, там турики ставят. Вот в чем ошибка людей, что они везде эти турики ставят. Их нельзя ставить везде, их нужно ставить там, где все ходят. А люди прошли, поставили, и эти турики сбивают с пути. Фу. Ну, тут еще до верха прилично, Курума. Это еще не верх. За этой верхушкой еще небольшой подъем. Передохну, сейчас и дальше пойду. Солнышко выглянуло так хорошо. Я вот так сижу среди этого камней, этих обломов этих. Ох, еще сколько лезть. И они все шаткие такие. Я поднялась. Ура! Блин, вы не понимаете даже, что я пережила, пока я поднималась. Это же жесть какая-то. Кстати, сколько раз я тот перевал поднималась. Всегда налегке, с маленьким рюкзаком. Ни разу с большим не переваливала его. Капец. Подняться-то поднялась, теперь еще спуститься надо. Ох, а спуск-то тут тоже. Ой-ой-ой. Этот перевал называется МКТ. Вот табличка. 1963-2013. Норильского клуба туристов. Потому и называется НКТ. Такие дела. А вот озеро Восьмерка. Правда, отсюда только одно озеро видать. А там еще второе. Оно все вместе выглядит как цифра 8. Ну, правда, такая корявая. Ой, вот такая красота сейчас. Вы посмотрите. Солнышко подсветило. Так вообще красотища. Там еще снега сколько лежит. Ой-ой-ой. Ух ты. Теперь мне надо решить, туда вон пойти. На озеро Черное. Там встать. Или у Восьмерки встать. От Восьмерки ближе завтра будет идти. А от Черного я потом хочу пойти туда сходить. Всегда хотела на Черном постоять. Наверное, пойду туда. Вот он спуск. Довольно такой он скалолазный местами. Местами цепучка, местами скалолазные темы есть. Большие камешки. Вот, например, сейчас я лезу. Ой. Не планировала вообще переход снимать. Думаю, сейчас наснимаю опять дофигища. Переход, думаю, не буду снимать. Но нет, интересно же. Потом даже самой посмотреть. Ёшкин кот. Да блин, нога застряла. Думаю. Да, с рюкзаком тяжелым, конечно, это тяжелее спускаться, чем налегке. Фух. Еле-еле рюкзак прошел. Ёшкин кот. А тут сейчас вообще огромный спуск. Хоть прыгать, что ли? Как с рюкзаком не прыгнешь же. С таким больше.
Главное в такие моменты, чтобы рюкзак не перевесил. Тут шатается туда-сюда. Спустилась. Этот перевал, я говорю, никогда с таким рюкзаком тяжелым не ходила. Ходила всегда налегке. Казалось, все так просто, когда налегке. Когда налегке вообще, как козочка обычно прыгаешь, так все легко и хорошо. А когда сзади вот такая бандюра висит, тяжелая, килограмм 25, а то и 30, это прям мега сложно становится. Любой камушек, любой там спуск, подъем небольшой даже, уже намного сложнее. Спустилась почти. А тут тропа вот так по снегу прям идет. По снегу-то опасно сейчас ходить. Пришлось тут по кругу вокруг обходить. А там вон опять снег. Я не знаю, пройду я там или опять обходить придется. Где-то куда-то походу вон туда надо и так вот. Тут снега просто завались. Вообще море. Ёшкин кот. И мне вроде бы казалось, вот здесь надо перейти совсем чуть-чуть. А страшно, если провалится. Там непонятно, что под ним. Какой там слой, какие камни. Хотя вон там видно слой большой. И вон сколько снега, и нигде его не обойдешь. Капец, а мне вот сюда надо, на этот островок. Он, блин, мягкий. Как-то вот так аккуратно сейчас сначала по краю пойду. Хотя по краю это опасно, но я хотя бы за камень держусь, если что, схвачусь и повисну. Господи, только бы не провалиться, а. Еще с рюкзаком тяжелым, если бы я одна была, может, легче бы было. Особенно страшно к краю подходить, потому что край он тоньше обычно. Мамочка. О, все. Я перешла. Yes. Я вам скажу, что броды менее безопасно переходить и легче. Ну, смотря, конечно, какие броды. Сверху кажется, что озеро Черное так близко, а я все иду. Оказывается, оно не так уж и близко. Оп. Думаю, может, зря я погорячилась у Черного стоять. Хотя, с другой стороны, я давно хотела у него постоять. А я уже сегодня сказала, что хотелки нужно исполнять. Поэтому вот постою и буду знать, стоит мне там стоять еще когда-то или нет. Да, озеро совсем не озеро.
Какое-то совсем малюсенькое. Палатку там точно негде ставить. Там вокруг курум сплошной. Там не постоишь. Так. Ладно. Пойду вон там место искать. Разместилась я наконец-то. Время 20 минут 9. Я все наконец-то палатку поставила, все разместила в ней. Очень устала. Надо идти за водой. Вот с такими видами у меня палаточка стоит. Просто вообще шикарно. Мега вид. Тут у меня просушка шмоток. Надо, кстати, перевернуть с другой стороны, посушить. Вот такие дела. Когда искала место под палатку, ходила тут все, рыскала. И пошла туда дальше, сходила. Там палатку негде ставить, но я там нашла воду. Потому что здесь поблизости воды нет. Надо далеко идти. До озера тоже долго спускаться. А там бежит вода, родник. Поэтому это самое ближайшее. Так, где я ее видела? Что я сегодня вообще мега устала. Я же сначала в радиалку сходила, а потом этот тяжелый переход. Время 9 час, у меня завтра серьезная опять радиалка. Мне бы отдохнуть нормально, а завтра надо пораньше встать. Это мне, кстати, очень повезло, что я случайно увидела этот родник. Видите, он прямо из-под камней течет. Еще один способ съемки. Лайфхак, моя фишка. Вот отсюда я себя снимала, как я набирала воду. Потому что я не взяла штатив, не хотела тащить. Все, водой запаслась. Осталось покушать и спать. Фух. Пищуха бегает. Они такие любопытные на самом деле вообще. Ой ты, ой ты. Они обычно рыжие, это какая-то серенькая. Такая классная, такая прикольная. Пищуха. Пищуха. Ой ты морда. Что-то там жует. Ё-моё, я пока снимаю, меня тут комары загрызают, мошка. Такая прикольная. Ой ты малышка. Лапочка. Наконец-то я присела, наконец-то я поем. Но я себе сегодня, конечно, устроила пробег. Это надо же, в радиалку сходить, а потом переход еще сделать. У меня сублимированный рис с рыбой. И добавила туда сушеного зеленого лука. И маленькая вот баночка тунца. Если войдет, еще чай попью. Вообще на ночь сильно нажираться не стоит. Невозможно сидеть. Зажирает эта мошка, комары. Надо кушать, да идти в палатку. Виды шикарные вообще. Там еще такие облака. Такие облака, и главное, на месте стоят. Они никуда не деются, не плывут. Значит, там ветра совершенно нет. Вот это вот розовое облако, у него как крылья такие огромные. Как будто бы кого-то напоминает. Какая красота вечером вообще.
Доброе утро, земля. Время 7:30. Надо вставать и быстрее все сделать и идти. Сегодня у меня серьезная радиалка. Надеюсь, день будет хорошим. Ох, какие же у меня виды из палатки-то. Солнце встало, тепло. Ох, какой хороший денек. Доброе утро, земля. Сегодня, походу, будет очень-очень жарко. Наконец-то я свой спальник просушу. Это уже 2 утра подряд. Была такая пасмурная погода, влажность высокая. Спальник всегда надо просушивать в таких походах. И вот уже 2 утра не могла его просушить. Вот наконец-то совершилось. На завтрак у меня, как обычно, кашка там со всякими вкусняшками, печенюшки, кусочек шоколадки, цикорий с кедровым орехом. Я тут пауэрбанк заряжаю от солнечной батареи. Меня народ спрашивал про солнечные батареи. Но вот я не рекомендую брать такие солнечные батареи. Она весит килограмм. Это очень много. Лучше лишний пауэрбанк взять. Он гораздо меньше весит и надолго хватит. А солнце бывает не всегда. Вот сегодня 5-й день. За 5 дней я первый раз заряжаю. То есть невыгодно брать. Очень тяжелый он. Носить неудобно. Это можно, знаете, на сплав там брать. Туда, где таскать не будешь. Велопоход. Уже жарко невозможно. Днем вообще, наверное, будет пекло. Все. Вышла я на маршрут. Ох, не знаю, как я по такой жаре буду ходить. Но, как я всегда говорю, лучше жара, чем лютый холод. Чувствую, я сегодня буду очень много купаться. Что я люблю в Юргаках, так это то, что везде есть чистая вода. Вот смотрите, она прямо из-под земли хлещет. Ключ. Слишком круг большой. Здесь тоже так же. Нигде не пойдешь. Короче, такие дела. Выхожу к озеру, к одному из озер, 8. Вот одно озеро и вот другое. Когда я вот туда наверх поднимусь на перевал, вот туда куда-то мне надо. Или вон туда, чуть не помню, где там выход. Вот. То будет сверху видно, что оно на 8 похоже.
Ох, вовремя не успела включить. Ну, надеюсь, было слышно сейчас. Видимо, с той стороны случился обвал или снег сошел. Там такой грохот сейчас был. Ой, посмотрите, какое озеро красивое, с отражением снежным. Я вот боюсь, что я сейчас поднимусь туда, а пройду ли я там? Там уж снегу все с той стороны. Но сейчас видно будет. Надеюсь, мне ничего не помешает пройти сегодняшний маршрут. Уже озеро. Видно, что соединяется. Видно, что двойное. Ну и как бы восьмерка, типа вытянутая такая. Вот на ширике лучше видно. Как же красиво, когда снег и когда он отражается в озерах. А мне сейчас вот такие глыбы предстоят. Вот такие курумы. А потом куда-то туда. Вот тут я должна выйти. Я решила даже кепку надеть, чтобы голову не напекло. Хотя обычно стараюсь не прикрывать голову. Она у меня привыкшая должна быть. Вот позади какая красота. Ёшкин кот. Тут главное тоже с тропы не сойти. Опа. Здесь, конечно, не так страшно сойти с тропы, чем как я вчера лезла. В озере искупнешься, чувствуешь себя свежее, обновленнее. Чуть-чуть пройдешь по такой жаре, уже снова в озеро охота. Я вижу, где это сыпется. Офигеть. Представляете, какие обвалы случаются? Это вот может в любом месте случиться неожиданно. Надо все время быть начеку. Такие камнепады. Скалы-то эти крошатся, сыпятся. Ну, еще под воздействием снега. Снег тяжелый, давит. Бывает, вместе со снегом сходит. Второй раз уже сошло. Получается, это с этой стороны первый раз тоже сошло, потому что такой же грохот был сильный. Обалдеть. Блин, я думала опять. Лишь бы тут нигде не сошло, где я лезу. Жутко, конечно, когда такое слышишь. Ё-моё, пауки паутин понастроили, невозможно перелазить. У них еще эти паутины такие прям мощные, такие как струны. Еще сложно порвать даже. Ой, господи. Сейчас пока тучка нашла на солнышко. И получилось так солнце-тень. Так вот намного красивее, когда такие цвета. Фу. Вот озеро Восьмерка, видите? Двойное. Ну, на Восьмерку оно не сильно-то похоже. С определенного ракурса похоже иногда. Вытянутая какая-то Восьмерка. Такая красотища. Вот эти виды, они просто нереальные. В Ергаках, мне кажется, особенные виды. Я нигде таких не видела. Ни на Кавказе, нигде.
Везде горы красивые, но здесь они определенно какие-то необычные, особенные. Скалы причудливые такие. И везде на кого-нибудь да похожи. Кстати, в Йыргаках водосбор обычно синенький. А вот такой я первый раз вижу. Он разных цветов бывает, но в Йыргаках не видела ни разу такого цвета. Красивого. Нежно-нежно такой сиреневый слегка. Бело-сиреневый. Это вершина. Вроде как немного осталось. Мне повезло, солнышко спряталось где-то с середины пути. И дало мне подняться не по такой жаре. Ох, виды огонь, как всегда. Все равно хорошо, что жарко. Можно купаться сколько угодно. Все, что я люблю. Я обожаю купаться. Особенно в жару. В такое бодрящее, леденящее озеро. Залазишь и так хорошо. Так тело сразу обжигает. Такой кайф получаешь. А некоторые не понимают, почему я везде купаюсь. Это же такой кайф. Это реально кайф. Это одно из наслаждений в походе. Одно из того, ради чего я хожу в поход. Это купание, виды, наслаждение, единение с природой, одиночество и еще куча всего. То, ради чего я хожу. Все. Я поднялась. Ох, а теперь предстоит ужасно длинный, жесткий спуск. Прям к озеру Северное я уйду. Сегодня я путь держу до озера Северного. Потом там Богатырь, водопад. И хочу, если все нормально будет, погода позволит, дойти до водопада Грация. Это большой круг. И потом через озеро глубокое. И где-то вот там вот я еще один перевал потом от глубокого перевалю. И вот сюда выйду. На этот тоже перевал. Это такие планы. Но они такие шаткие всегда в Йыргаках. Потому что мы предполагаем, а Йыргаки располагают. Потому что тут погода может любую секунду измениться и все. Перевал этот категорийный. Также и вчера был категорийный. Какие категории, я не знаю. Конечно, там не самые крутые. Вот. И вот этот именно спуск, он очень длинный. Потому что он идет то резко вниз, то скалолазные темы, то сыпуха, то... Так, сейчас, секунду. То траверсом. И вот он то резко вниз, то траверсом, то резко вниз, то траверсом, то где-то там лезть надо. И в итоге прям к озеру и выходишь. То есть это такой прям длинный спуск до самого озера. А вы видели же, как оно далеко? Как же хорошо, что я вчера вот так все планы поменяла. Вообще я никогда планы не строю. Ну, такие, я говорила, уже предварительные. Я когда сюда ехала, и вообще билеты когда покупала, я вообще наобум купила на 10 дней. Я даже не знала, куда я пойду, и никакой маршрут не строила, никакие точки не отмечала, вообще ничего. И я так часто делаю. Ну, бывает, карту просмотрю иногда. В Йыргаках вот нет, потому что я уже не первый раз в Йыргаках. Я вообще не строю маршрут. Я могу в автобусе ехать, примерно так подумать, куда я пойду. И у меня обычно начало маршрута, ну, в автобусе или где-то там, или когда приеду, уже продумаю, да, вот, да, сейчас пойду, туда-то схожу. А дальше еще не знаю.
То есть и даже я сейчас не знаю, что там дальше у меня будет. На завтра я уже придумала. А дальше, ну, как будет. Вот здесь только что я спускалась. Прямо вот по этим вот каменюкам. Очень резкий спуск. Очень. И такая красота кругом. Как интересно камень откололся. Прям таким тонким слоем. Надо же. Тоже каменюка такой стоит. Острый, глыба огромная. И, кстати, здесь такой довольно мелкий курум, но не совсем крошка. И вот он весь шаткий. Можно ноги на нем реально поломать. Но он всегда здесь такой. Вот так бывает. Аккуратно надо идти. Вот я уже почти у озера Северного. Какое же оно красивое, синее, как море. И огромное-огромное. Да, в такую погоду я у озера Северного, по-моему, еще ни разу не была. Как не приду, тут все время дождь, туман. Те, кто смотрели мои фильмы, я показывала в туманную погоду, в дождливую это озеро. Оно было тоже такое необычное, сказочное. И вот теперь солнечный, совсем другой вид. Какое же красивое все-таки, да? Просто громадное. И из него вытекает водопад Богатырь.
Ёшкин кот, там-то я снег обошла, вот к озеру подойти. Тут прям очень много снега и очень долго обходить, если пойти обходить. А потом обратно так идти, потому что мне вон туда надо. Капец. Ну я что-то, наверное, не рискну по снегу-то вот тут идти. Это прям мега опасно. Жара стоит, он слишком талый. Большая вероятность провалиться. Не, рисковать не буду. Я хочу, чтобы у меня ноги целые остались. Пойду все-таки кругом теперь. Что делать? Приходится по камням тут лазить там, где обычно не ходят. Чтобы сек этот обойти. Иначе я к озеру не подойду и к водопаду тогда не доберусь. Слишком много снега. Но это еще ничего. Я боялась, что хуже будет, что я вообще выйти не смогу к озеру. Вообще, если честно, непонятно, что меня еще дальше ждет. Там, где Богатырь, а там, где Грация. А глубокому подъем. Там тоже может снега много быть. Короче, я все обхожу, а снег все не заканчивается, не заканчивается. Попробую вот тут все-таки пройти немного. Вот этот камень, лепешку хочу. Страшно, аж жуть. Рискованно очень. Я заканалась реально обходить там уже. Там такие глыбины. Только бы не провалиться, а. Тут чуть-чуть вроде как до камня-то. Не, это реально страшно. Это страшнее, чем бродить, реально. Все, наконец-то я подошла к озеру, ура! Путь открыт, наконец-то. Теперь мне надо озеро огибать. К водопаду выйти. Водопад прямо на той стороне. Вот там. О, какой он холодный. Класс. Хорошо-то как? Ура! Я исполнила свою очередную мечту. Искупаться в озере Северном. Сколько раз сюда приходила, всегда непогода была и не было возможности искупаться. Какая я довольная. Обхожу озеро. Какое оно же все-таки большое-большое. Огромное. И мега красивое, дикое озеро.
Я уже практически у богатыря. Вот он тут рядом бежит. Но сначала тут есть тайник. Я хочу в него залезть. В прошлый раз я его показывала. Тут с ним печальная история произошла. Но то, что тетрадку в пакет, это, конечно, хорошо, наверное. Но раньше он нормально хранился, сейчас запихали в пакет все, и оно все заплесневело. Это, конечно, минус. Раньше вот так хорошо был тайник этот спрятан, что тут ничего не мокло. Столько полезных вещей, и все, всему капец пришел. Жалко, конечно. Вот он, богатырь! Ох, как тут дует сильно! Мощный такой! Потому и богатырь! Вот там снега сколько! Обалдеть! А мне сейчас спускаться к нему по очень жесткому спуску. Короче, тут очень опасный категорийный спуск. Очень-очень крутой. Я еще вам ни разу его не снимала, потому что пришла в прошлый раз, был сильный туман, он мне не дал спуститься. Но вообще я здесь спускалась однажды, ходила этот круговой маршрут. Один раз всего. Вот там медведи водятся, их там много обычно. Очень неприятное место. Вообще весь этот спуск. Снежник видать. Водопад. Вот тут сейчас просто вообще жесть начнется. Короче, двумя руками держаться и ногами. Естественно, без камеры. Шикарный, мощный. Такой водопад шикарный, такой мощный, не зря богатырь называется. Чтобы ракурс снять, приходится практически не к краю подходить. Зато вид какой шикарный. Я знаю, что камера никогда не передаст, насколько жопные спуски и подъемы. Но я не знаю, наверное, понятно, что просто можно укатиться. Это очень круто, очень. Спустилась частично вот этот жопный подъем. Я думаю, даже по камере даже видно, какой он реально жопный. Фух, еле-еле. Еще этот штатив туда-сюда, как кот с салом, перекладываю, чтобы мне руки не занимать. А потом забираю. И смотрите отсюда, как классно видно ледник. Просто суперский, огромный, белый, такой красивый. Даже непонятно, что красивее, водопад или ледник. Очень опасный спуск. Он категорийный, я думаю, у него неплохая категория. Тут не каждый спустится. Тут только с опытом можно спуститься, и то не каждый, наверное, пойдет. Очень страшно. И он все время идет по обрыву. Узкая такая узкая тропа, сыпучая, резко вниз. Могут камни такие скользкие быть. Может сыпучка. Очень круто вниз и все время по обрыву. Вот такой спуск.
Я, естественно, сейчас со стороны просто нереально посчитать. Вот столько мне осталось преодолеть. Тут капец как страшно. Тут вот это еще катится все. И вот немножко вроде бы кажется, и я выйду на Курум. Кстати, вот таким макаром я перемещаю штатив. Я его зацепляю за камни или за ветки, потом спускаюсь, потом его беру и дальше цепляю. Вот такие дела. Я спустилась эту круть. Вот эту круть. Самое сложное была вот эта стенка. Она очень скользкая, сыпется, крошится под ногами, мокрая. И вот сейчас осталось только сыпучку вот эту спуститься, и все, я у подножия водопада буду. Кстати, ботинки реально цепкие, хорошие. Я бы в других, наверное, тут укатилась давно. Вот за такое вот нормально цепляются тут камни, грязь, все мокрое. И вообще хорошо держит, вот я спускаюсь. Просто вот так стопорю. И они держат хорошо. Вообще мне нравится. Прям довольна их приобретением. Чуть-чуть осталось. Спустилась прямо к такому снежнику. Походу он тут был большой, но уже подтаял. И вот такая красота здесь. И еще один снежник. У меня вообще мечта давно в нем искупаться. Но не знаю, так мощный такой, страшно. Унесет еще. Спустилась я от Богатыря. И тут уже такая конкретная тайга начинается. И вот мне через нее надо пройти. И там потом подъем будет до озера Глубокого. И где-то там надо Грации свернуть, чтобы на нее посмотреть. Не ошибиться, не промахнуться. Вот здесь вообще туриков нет. Тут такие дичайшие места. Тут их никто, походу, не ставит. Может, 1 на 1000 раз увижу. И то вряд ли.
Я, короче, перекупалась в водопаде вообще на радостях. Аж замерзла вся. Главное, чтобы сейчас солнышко светило. Я раз 7, наверное, заходила. И уже потом напоследок голышом, потому что я мечтала именно голышом искупаться. Вот мне некоторые пишут, что ты голышом купаешься. Во-первых, это единение с природой, это не передать словами. Именно голышом нужно купаться, особенно в диких местах. Там, где нет людей, я всегда купаюсь голышом. И еще немаловажный факт. Не мочить нижнее белье. Вот сейчас мне его пришлось намочить, и я иду в мокром. А так как я купаюсь часто, особенно вот если жара, да, чуть ли не во всех озерах, мне, извините, что, белье постоянно мочить, конечно, я его снимаю. Вот отсюда водопад Богатырь. Видите, я уже куда ушла. Вот он, мощный такой. Вот его только частично видно, верхушку. Сняла пока майку, чтобы солнце обсохнуть и пожариться заодно. Сейчас тут перекушу быстренько, наберу воды и дальше побегу. У меня протеиновый батончик, протеиновая печенька, манго, обычные печеньки и орешки. Второй раз иду здесь, и так я не пойму, как люди туда ходят. Ни одного турика, никакой тропки. Вообще ничего. Как они туда ходят? Для меня это вопрос. Наверное, так же, как я, наугад. Просто тупо идут и все. Вот этот круг мне сейчас весь надо пройти. Вот такие глыбы сначала, там вроде как поменьше камешки. Потом где-то там завернуть. Я еще в прошлый раз, когда ходила здесь, думала, может мне тут тропу проложить и назвать Оленина тропа. Или что-то типа того. Ну, турики везде проложить или с краской прийти нарисовать. Потому что тут реально вообще хотя бы турики составить. Но, видите, я-то не знаю оптимальной тропы здесь. Я, может, составлю, да не там. Поэтому и не ставлю, чтобы людей не путать. Может, здесь какая-то все же есть тропа, просто я, дурак, не вижу. Грация где-то там. Отсюда ее не видно, ее нужно под определенным углом смотреть. Откуда там сверху. Мне надо куда-то туда ломить, куда-то туда. Ох. Не вообще. Тропу я, конечно же, потеряла уже давным-давно. Ломлю просто наобум. Просто вообще не знаешь, где идти. Главное, знаю, что куда-то туда надо. Вон она, Грация. Но смотреть одни отсюда надо. Надо как-то до верха добраться и вот сюда вот, чтобы на нее смотреть. Я ни разу туда не ходила, не знаю, как это делать. Но я как-то попробую. И прежде чем попробовать, мне надо подняться. Я вот этот уже весь круг обошла. Вот это все. Вот где-то там далеко Богатырь. О, по таким жопцам вы не представляете. Несколько раз чуть ноги не сломала. И теперь где-то вот надо подниматься. Непонятно где, кусты, камни, ничего не видать. Просто напролом ломлю, как попало. Главное мне не зарулить в какую-нибудь сильную жопу. Потом не выйду оттуда. Иду по какой-то реально жопе, жести. Вообще фиг знает где. Ну тут камешек такой прикольненький нашла. Заберу. В таких-то местах диких надо взять камешек. Короче, не знаю. У меня такое ощущение, что к Грации путь я точно потеряла. И уже не найду, потому что она сильно в стороне. Фиг его знает, где там к ней подбираться. В общем, так только сдалека сказала немножко. Ну, у меня больше цель озеро глубокое. К нему крайне редко ходят единицы, потому что оно очень далеко, и до него добираться очень сложно.
Вот туда мне еще. А там, по-моему, за подъемом еще подъем, если я не ошибаюсь. Ничего себе. Посреди вот такого обычного курума вот такой вот просто отточенный камень лежит квадратный. Как будто свежий, как будто его вырезали. Обалдеть. Ничего себе. Да как это так? Круто. Это кто-то специально положил камень другой породы. Какие просторы кругом. Я одна вообще, фиг знает где. Просто жесть. Знаете, я по такой жопе просто ломила. Я когда по таким жопам ломлю, мне кажется, я вообще просто первооткрыватель какой-то. Блин, я тебе тут еще в какое-то болото заперлась. Я вылезла наверх, но еще не совсем до глубокого, надо еще подниматься. И я примерно понимаю, куда надо двигать, чтобы на Грацию посмотреть. Короче, я надеюсь, что я сейчас ее все-таки найду. Ну, я имею в виду с той стороны, с которой на нее можно максимум близко посмотреть. К ней подойти-то нереально, а просто есть видовка, с которой ее хорошо видно. И я не знала, вообще не знала, где она, как мне идти. Просто без всяких карт, наугад. Вот как работает интуиция. Меня спрашивают, как ты ходишь? Вот так и хожу, товарищи. Просто лезу, блин, в лоб по всякой какой-то жопе. Вот сейчас в болото попала. И нахожу то, что мне нужно. Люди, я нашла. Господи, я нашла. Откуда на нее смотреть? Вы не представляете, сколько мне пришлось пройти. Ё-моё. Первый раз вижу отсюда. Жалко против солнца. Потому что уже вечереет. А я еще в жопе мира нахожусь. Красота. Жаль, конечно, что против солнца, что я раньше не смогла добраться. Вы представляете, это Грация, которую я вот с какой-то там жопы снизу снимала. Я вот такой вот просто вот... Сколько я прошла, вы не представляете, чтобы оказаться на этой стороне, напротив Грации. Вот что входить пришлось и спускаться вниз. И вот я напротив. Наконец-то я нашла без всяких карт, ни троп, ни туриков, ни вообще нифига нет. Как-то люди сюда же ходят, елки-палки. Но я говорю, сюда ходят единицы. Именно до этого места, до этой видовки. Против солнца, конечно, не так красиво. Едят меня, ждут меня. Ну вот я его Грации. Я давно мечтала до нее добраться. И уже сегодня шла немножко расстроена, что неужели я не доберусь. Меня жрут. Какая красота. Ну на сегодня впечатление вообще капец. Теперь еще до озера Глубокого надо добраться, не потеряться. Там еще перевал от него перевалить. А потом еще один перевал. И до моей только стоянки потом идти. А уже вечер. Часов 5, наверное. Фу. Поднимаюсь. Такое ощущение, что полдня сегодня только поднимаюсь. Если даже не дольше. Мне еще вон туда. А там потом вниз к озеру. А от озера в той стороне там перевал. Опять же, я не помню, где он. Надо будет искать. Люди, я наконец-то дошла. Я дошла. Озеро глубокое. Крайне редко посещаемое людьми. А вот там где-то перевал. Если я не ошибаюсь. Где-то он там должен быть. Это мне еще ломить сколько? Да, а потом еще там перевал. Вот это да. А время вечер. Ладно. Хорошо, что день длинный. Сейчас. Дни сейчас длинные. Светло да поздна. Какое же оно величественное. Очень-очень длинное. Конечно же, я вышла не с той стороны.
Я вот тут вышла. Тут люди вообще не ходят. Они где-то там выходят к озеру. А я вышла не там. Еще шла, конечно, сомневалась. Ну, главное, что я к нему все-таки дошла. Вот такие дела. Там тоже снега сколько много. Класс! Вот он, камень в воде. Такой огромный кусок скалы. Прям в озере прям стоит. Самое такое, что тут вдоль озера много снега. Я надеюсь, я там пройду, и он мне не будет препятствием к подъему. В общем, как я и боялась, тут снег на пути. А там прям дыры. А это самое короткое место, вот если здесь пройти. Блин, страшно. Это везде снег. Ой-ой-ой, как много. А мне надо туда. Тут получается самый узкий перешеек, где можно перейти. Чё, кто не рискует, тот никуда не ходит. Ох, страшно ноги поломать. Ну а что делать-то? Выходить-то надо как-то. Ямы вот. Снег очень тонкий. Я сейчас попытаюсь вот по этим курумам, а вот там вот я не знаю как. Главное не поскользнуться, когда я в эту дырку сейчас попытаюсь встать. Оп. Ох, там так холодно. Вот это самое место такое каверзное. Я не знаю, что под снегом и какой слой. Мамочка. Вроде рядом, а страшно резко-то упасть. Ура! Я вышла! Ура!
У меня сегодня какой-то день сбывающихся мечт. Я давно поняла, что за тебя никто не исполнит твои мечты. Вот так вот нужно их просто исполнять. Просто брать и делать, и все. Никто за вас ничего не сделает. Такие дела. Время где-то 6 вечера, а может уже 7. А мне еще 2 перевала переваливать, ё-моё. И после 2-го перевала там еще прилично до лагеря идти. Вот и Лина. Но сегодня у меня денек, я столько мест посетила, много. Интересных, красивых. Я собой довольна, я молодец. Поднялась в перевал, стою наверху. Мне еще спускаться вот это все. И вижу, что там просто много снега. Получается, надо вот так траверсировать, чтобы сократить путь, чтобы на тот перевал, на 2-й. А придется из-за снега, я там точно не пройду. Там очень много снега. Видите? Придется вот кругляя такого делать. И вот так вот вокруг обходить. Ёшкин кот. Я решила перекусить, потому что просто уже реально не могу. Надо поесть что-то. Надо, правда, это все быстро делать. Время 7 час. Ореховый. Сундука. Протеину. Сейчас сил прибавится. Хватит до лагеря дойти. Ням-ням. Ням-ням-ням. Фух. Я поднялась. 2-й перевал. Время без 10:08. Мне еще спускаться, еще идти. Ой, не знаю, сколько я буду в лагере. Хорошо, если к 9 дойду. Ну, я когда спущусь, я вчешу там по-быстрому. Кстати, 8-ку-то с самого верха я вам не сняла. Она больше на рыбку какую-то похожа. Вот сейчас мне очень круто вниз. И потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот. И, короче, куда-то туда. О, такие дела. Такая красотень. Вечер уже. Солнце вечернее. Ну, какая-то дымка вот стоит, видите, да? Нечеткость какая-то. Прям странно. Скалы какие-то нечеткие. Время без 10:09. Я подхожу к своему лагерю наконец-то. Ой, как же там красиво, уютно. Дом родной. Я дома. Опять я сегодня без костра. Очень поздно уже. Мне вообще не до костра. Быстрее покушать и спать. Я когда устаю, я даже кушать не хочу. Я себя просто заставляю. Мне хотелось просто завалиться спать и все. Я заставила, вот лапшу хотя бы заварила. Сейчас лапшичку съем, зубы почищу и баньки. Которое утро пытаюсь пауэрбанк зарядить. Даже на одно деление не зарядился. Фиговая батарея, короче. Тут у меня просушка ботинок и вообще всего. Вот так у меня все. Палатку уже разобрала. За ночь все отсыревает, так как влажность по ночам высокая, хоть и жара стоит. И вот так вот я просушиваю, все просушиваю, проветриваю. Коврик немного подсдуло, чтобы на солнце нельзя, когда чтоб сильно надутый. Спальник, палатка.
А тут у меня просто проветривается, прохлаждается все. Такой рассинхрон в лагере. Доброе утро, земля. Проснулась я в 7 утра. И где-то без 28 я встала. Начала потихоньку все делать. Жара уже опять сильная стоит. Сегодня у меня предстоит переход. Переход этот я никогда не ходила. Первый раз пойду. Даже не знаю, что меня ждет. И примерно я понимаю, где остановлюсь. Но там уже по месту будет понятно. Такие дела. Надо собираться потихоньку, кушать. И выдвигаться в путь. Сегодня по жаре, конечно, с тяжелым рюкзаком. Тяжковато будет идти. Ночью какой-то грызун пролез в мой пакет. Я специально весь поход яблоко таскаю. Думаю, в последние дни съем. А он яблоко мне погрыз. И снигерса вот так отхватил. Офигеть. Обычно в Яргаках грызуны не едят вот эту всю еду. Первый раз за все, сколько езжу, кто-то залез в пакет. Хорошо, хоть не медведь. Медведь бы церемониться не стал, съел бы все. Я уже вышла на маршрут только что. Я не сказала, кстати, что вот эти скалы называются Сфинкс, Страж и Тугодум. Видимо, с определенных ракурсов они похожи на свои названия. И мне где-то там надо идти. Долина Тайгишонок называется. Ни разу там не ходила. Надеюсь, все будет хорошо. Немножко есть волнение. Это, в принципе, нормально, когда ни разу не ходил. То волнение всегда присутствует. Незнакомое место. Волнение и в то же время интерес. Быт в лагере я не стала снимать, так как думаю, это многим не интересно. Вообще напишите в комментариях, кому что интересно. Больше быт смотреть в лагере или больше виды смотреть. А может кому-то то и другое. Чтобы не понимать, чего больше снимать. Вот. В лагере все как обычно. Утром встала, помылась, зубы почистила, покушала. Пока ела, на солнышке голышом позагорала. Вообще люблю в диких местах на стоянках ходить голышом, если жарко. Заодно и загораешь.